Теперь переходим к настройке установки одного из самых важных узлов, это нашего стола, то есть оси Z. По инструкции нам нужно поставить 4 уголка для укрепления нашей балки. В пакете номер 14 шли в комплекте вот такие вот Т-образные гайки и винты М4-8 для наших уголков. Эти два уголочка размещаем вот так вот в углах. Теперь наша горизонтальная балка и вертикальная под стол не двигаются, они зафиксированы намертво. Перед тем, как установим каретку с Т8 винтом, давайте разберемся в конструкции. В данном принтере стол у нас поднимается по рельсам МГН-12, которые между собой размещены параллельно. При этом за поднятие отвечает вот такой вот Т8 винт. Ну, скажем так, стандартное решение. Но самым главным минусом данной конструкции, именно Сафира Плюс, является неправильное размещение моторов. Они у нас установлены в подвале. То есть вот в этой вот достаточно гибкой платформе. Но чтобы она не прогибалась, внизу приварена еще балка. Но этого недостаточно, потому что идеальную плоскость получить таким образом просто невозможно. Так как моторы должны изначально крепиться не к подвалу, а к профилям, где расположены рельсы. Ведь соосность Т8 винта должна быть идеально параллельна именно этой рельсе МГН-12. Инженеры компании Twotrys не стали заморачиваться, не сделали специальный крепеж, который бы привязывался к профилю, а просто пригвоздили к нижней платформе. А чтобы не мучиться с кривизной, они установили сюда вот такие вот гибкие муфты вместо разрезных. Гибкая муфта может изгибаться так как угодно. И тем самым любой перекос мотора мы можем устранить. Но минусом данной муфты является то, что она имеет свойство как сжиматься, так и растягиваться, что для 3D принтера не совсем хорошо. Ведь такие гибкие муфты должны использоваться в основном в жестких конструкциях, таких как ШВП, где толстый винт фиксируется с обоих сторон специальными опорами. И благодаря этому он у нас никуда не двигается, не смещается. Тогда использовать гибкую муфту совершенно оправдано. Но в конструкции 3D принтера такой жесткости нет. У нас, грубо говоря, винт висит на муфте, а муфта висит на моторе. И естественно, муфта может немножечко прогибаться или растягиваться. Но при правильной установке и настройке этой муфты можно в принципе добиться тоже неплохого результата. Сейчас, друзья, я вам покажу, как правильно настроить гибкую муфту. Но в следующем видео я уже выпущу специальную доработку для оси Z Сафира Плюс, в которой мы поставим вместо гибкой разрезную правильную муфту, где будет идеальная соосность и, соответственно, будет более качественная подача по оси Z. При этом мы выровняем наши моторы с помощью специального крепежа. Я его тоже уже спроектировал и даже заказал у компании Mellow Store, чтобы они сделали его из металла. Но это уже будет в следующем видео. А пока давайте приступим к настройке именно гибких заводских муфт. Перед установкой Т8 винтов давайте проверим, насколько они ровные. Берем обычный шуруповерт или дрель, вставляем наш Т8 винт, зажимаем. Как видите, друзья, биение минимальное. То есть винты у нас практически ровные. Обратите внимание, Т8 винт у нас имеет вот такую вот ровную поверхность. У вала мотора тоже есть ровная поверхность. Когда эти два винта соприкасаются между собой, и стоят идеально соосно, проблем никаких нет. Но если мотор вот так вот стоит криво, то у нас при прокручивании мотора, естественно, меняется расстояние. То есть, грубо говоря, наша каретка будет ходить вверх-вниз на какие-то доли или, может быть, даже десятки миллиметров. Поэтому, чтобы этого не произошло, настраиваем правильно. Устанавливаем муфту на вал мотора. При этом фиксируем. Наша ровная плоскость вала мотора находится где-то посередке. В это отверстие нам нужно забросить металлический шарик диаметром порядка 7-7,5 мм, чтобы он там немножко свободно гулял. К сожалению, у меня такого большого шарика нет. Есть поменьше, но тоже достаточно прочный, диаметром 6 мм. Вот сюда его бросаю и вставляем винт. Что же дает нам вот этот вот шарик? За счет своей идеальной круглой поверхности он у нас находится на плоскости Т8 винта. И даже в случае изгибов смещение винта не происходит. Такое вот решение позволит нам использовать нашу гибкую муфту без проблем, даже если мотор будет сильно перекошен. Чтобы не было у нас проблем в дальнейшем от проседания вот такой вот муфты, перед тем как закрутить ее на Т8 винте, нужно ее немножко растянуть. И вот в растянутом состоянии
мы его фиксируем. То есть, грубо говоря, наша муфта сейчас находится в таком вот напряженном состоянии. Благодаря такому растяжению происходит постоянный натяг между нашим Т8 винтом, шариком и валом мотора. Это и есть правильная сборка гибкой муфты для 3D принтера, чтобы у нас никаких отклонений при этом не возникало. Вот по такой вот методике я сейчас установлю наш Т8 винт сюда и сюда. И вот, ребята, мы правильно с вами установили наши пружинные муфты. Теперь можно смело поставить каретки. То есть вам нужно взять рельсу МГН-12 каретку и установить на вот такую вот гнутую каретку нашего стола. Помните, друзья, я вам говорил о том, что гибочный станок, который использовался для изготовления Сафира Плюс, действительно высокого качества. Вот, пожалуйста, берем уголок, прикладываем. Угол 90 просто идеально выдержан. Вообще никакого намека на зазор. Я даже проверял лекальным уголком, очень точным инструментом. С помощью винтов М3.6 прикручиваем к каретке МГН-12. Для устранения воблинга компания Twot-Ris разработала специальный механизм. Он состоит из вот такой вот шайбы фрезерованной, латуневой втулочки и вот такой вот резиновой шайбочки. Принцип работы очень простой. Эта плашечка крепится к каретке стола. Сюда вставляется латуневая резьбовая втулка. У нее ограничено перемещение вверх-вниз, но при этом не ограничено перемещение в плоскостях X и Y. То есть наша втулка с Т8 винтом, видите, может перемещаться свободно по каретке, за исключением вверх-вниз. Только если вы помните, проблема вот таких вот латуневых втулок в том, что у них огромный люфт. Посмотрите. А значит, о качестве перемещения речи быть не может. Поэтому вместо нее я решил поставить вот такую пластиковую втулочку. Если не ошибаюсь, это материал ПОМ. И благодаря этому мы избавимся от люфта. Ведь у пластиковой втулки люфтов вообще нет. Она у нас монолитна, при этом движется достаточно легко по нашему Т8 винту. Теперь соберем нашу антивоблинговую систему. Берем прорезиненную шайбу, одеваем на резьбовую втулочку и вот таким вот образом вставляем. И эту конструкцию нам нужно одеть на наши Т8 винты. Опускаем в самый низ. Так как рельсы у нас сняты, давайте сразу их и смажем швейным машинным маслом. Аккуратненько продвигайте шарики, чтобы они не выскочили. При этом винты М3.6 на каретке хорошенько зажимаем шестигранником. После этого каретку одеваем на рельсу. Только также будьте аккуратны и внимательны, делайте все очень-очень осторожно, чтобы шарики у нас не выскочили. Далее нам понадобится комплект номер 13. Винты М4, 8 и Т-образные гаечки и две каретки для получения соосности наших Т8 винтов. С правой стороны у нас идет провод. Он как раз будет вставляться именно в эту каретку, где расположен концевик. Поэтому сюда мы его и поставим. Конструкция здесь достаточно простая. Используется обычный фланцевый подшипник 688Z, а также винты под шестигранник с плоской геометрией. Это для того, чтобы можно было смещать наш подшипник относительно этой плоскости. Прикручиваем раму к горизонтальному профилю. При этом не сильно зажимайте, чтобы мы могли выставить идеальную параллельность и соосность. Верхние винты, видите, тоже не зажаты до конца. Все это мы будем сейчас еще настраивать. В данном случае нам нужно выставить идеальную соосность, чтобы Т8 вал был соосным с нашим отверстием на каретке, как внизу, так и вверху. Поднимаем каретку вверх, при этом берем немножечко, поджимаем наши винты, берем металлический кусочек какой-нибудь пластины, чтобы он звенел, и подставляем его впритык к нашему Т8 винту. Зажимаем пальцем и опускаем. Мы слышим, что по всей плоскости нашего винта происходит звучание. Это значит, что относительно этой пластины наш винт максимально правильно расположен. То есть соблюдается параллельность между рельсой и Т8 винтом. То есть здесь даже настраивать ничего не нужно. Но еще давайте проверим наклон по оси Y. Для этого с этой стороны ставим пластину впритык и опускаем. И здесь немножко уже заедает. А вверху звука этого нет. Почему? Потому что здесь между Т8 винтом и пластиной зазор почти 0,3 мм, что достаточно много. Это значит, что нам все равно нужно немножко подвинуть сам крепеж сюда ближе, чтобы избавиться полностью от зазора. Для этого откручиваем винты и немножечко
смещаем в эту сторону. По сути, мы можем этими винтами регулировать движение вдоль. А здесь уже делать более тонкую настройку. То есть немножечко сместить, куда нам нужно, и более окончательно зафиксировать. Проверяем. Здесь у нас не стучит, значит зазора нет. Поднимаем вверх. Здесь тоже зазора нет, значит все хорошо. Еще раз проверяем сбоку. Опускаем вниз. Нет, зазора нет. Зазора нет. Благодаря этой пластине мы получили идеальную соосность относительно каретки нашего стола и рельсы МГН-12. Поэтому никаких закусываний и заеданий, естественно, не будет. Такую методику применяю в основном для жестких муфт. Вот таких вот разрезных. Для гибкой муфты это тоже, в принципе, очень хорошо и полезно. Потому что таким образом наша антивоблинговая система будет работать с минимальным отклонением. А для нас это очень хорошо. Далее по плану выставляем каретки на одном уровне. Можно использовать вот такой вот уровень. Если уровня нет, ничего страшного. Берем обычную линеечку, устанавливаем на площадку и приподнимаем, пока если он не коснется портала. Внизу подкручиваем нашу резьбовую втулочку. Такую же операцию производим и со второй кареткой. Поднимаем, пока не упрется в портал. И подкручиваем нашу резьбовую втулочку. Теперь приподнимаем нашу алюминиевую фрезерованную плашечку вверх и наживляем винты М3-6. Опускаем наши каретки аккуратно вниз. Только делайте это осторожно, чтобы не спалить драйвера. В этом положении мы полностью фиксируем винты на каретке. Теперь поднимаем каретки вверх. Тоже старайтесь очень аккуратненько это делать. А теперь последний этап настройки кареток стола. Мы их подняли вверх не зря. Наши втулочки сейчас резьбовые полностью зафиксированы на металле. Металл на каретках МГН-12. То есть все очень достаточно жестко. Но в процессе настройки вот этот вот подшипник вверху мог немножко сбиться. Немного отпускаем винты. Приподнимаем в самый верх, для того, чтобы подшипник самовыровнялся относительно нашего вала. И теперь снова окончательно зажимаем. Такую же операцию проводим и со второй стороной. Чтобы валы наши хорошо ходили, давайте их смажем маслом И-20, предназначенным для швейных машинок. Капаем в область вала, масло само растечется по плоскости, и на этом настройка оси Z у нас завершена. Некоторые могут посчитать, что это сложный процесс, не каждый с этим справится, только профессионалы. Я могу сразу сказать, что это не так, потому что с настройкой оси Z, так же как и портала, справится даже гуманитарий. Главное придерживаться моей инструкции и быть внимательным. Это единственное, что от вас требуется. И будьте уверены, друзья, если вы купите принтер в 2 раза дороже, чем Saphir Plus, но с такой же кинематикой и механикой стола, вам все равно придется его индивидуально настраивать. Потому что полагаться на китайских горе-сборщиков точно не стоит. Но если вы настроите по моей методике, то даже с гибкими муфтами у вас будет работать все как часики, без проблем. На завершающем этапе нам нужно установить вот такой вот алюминиевый стол. Его толщина составила 3 мм. Поверхность у нас огромная, 310 на 310. Для уменьшения теплопотерь производитель положил сюда вот такой самоклеющийся утеплитель. Но обратите внимание, какого размера он относительно нашего стола. То есть он не покрывает всю область, из-за чего наш стол будет работать, грубо говоря, в холостую. Я хочу сразу напомнить, что основное энергопотребление в принтере как раз берет именно стол. Особенно при печати там ABS пластиками, когда он греется до 110, до 115 градусов. Но самое странное, что практически все принтера из Китая, которые приходят от разных производителей, они имеют тоже вот такие вот маленькие подложки. Я не знаю, почему заводы экономят на вот этом дешевом материале, вместо того, чтобы поставить полноценный утеплитель на свой стол. Поэтому перед покупкой Saphir Plus я сразу прикупил нормального размера вот такой вот утеплитель. Он, правда, чуть больше, чем нужно, но мы его можем аккуратненько вырезать по размеру. Вот такая вот, друзья, у нас получилась подложка. Давайте сравним вот с заводской. Разница, я думаю, существенная, правда? Аккуратно снимаем защитный слой и приклеиваем к нашему столу. Вот теперь, друзья, полный порядок. Наш стол утеплен так, как и должен быть. Для установки стола нам понадобится комплект номер 8. Это барашки и пружинки. Барашки у нас стандартные,
А вот пружины стоят усиленные. Такие пружины обеспечат надежную фиксацию нашего стола на каретках. Берем крепежные винты из комплекта, аккуратненько пробиваем отверстие, вставляем. Штекер у нас будет позади, поэтому так и будем размещать наш стол. При этом пружины сильно не натягивайте, так как стол мы еще будем настраивать. Также хочу отметить, что алюминиевая пластина стола у нас имеет практически ровную геометрию. Ямы я здесь не наблюдаю, но все покажет именно нагрев. Потому что во время нагрева происходит деформация алюминия, и из-за этого могут возникнуть какие-то или бугорки, или наоборот впадины. Но здесь тоже не стоит бояться. Почему? Потому что в комплекте производитель положил вот такое вот стекло ультрабазу. Очень симпатичное, с логотипом Сапфир Плюс. Устанавливается на всю область стола. Толщина его 4 мм. То есть как обычное оконное стекло. И это абсолютно правильное решение, потому что любое стекло выдерживает огромные температуры. При этом при повышении температуры оно не деформируется так, как алюминий. Поэтому всегда практически держит идеально ровную плоскость. Чтобы наше стекло никуда не уехало, производитель предлагает нам воспользоваться вот такими вот интересными крепежами. Такое решение мне совершенно не нравится. Абсолютно неудобное, но я предпочитаю использовать обычные вот такие вот биндеры-клипсы. Обратите внимание, что они по размерам точно такие же. Но преимущество их в том, что здесь не нужно отверткой ничего крутить. Аккуратно, быстро поджал, снял, установил, то есть экономишь кучу времени. Здесь же у нас снятие и установка стола может занять достаточно большое время. Поэтому я такие механизмы не использую. Единственное, при установке нужно поджать немножко утеплитель. Вот так. Все, красота. Что мне нравится у Сапфира Плюс, что здесь очень много свободного места. И это позволяет устанавливать вот такие вот прижимчики, ставить какие-либо модернизации. Есть куда что поставить, в отличие от подобных принтеров, так как китайцы стараются всегда экономить на пространстве. Но здесь вот как раз все да наоборот. Даже для установки хот-энда тоже достаточно места. И это мне очень понравилось в этом принтере. Последним и тоже немаловажным этапом сборки является установка заводского хот-энда и подающего BMG механизма. Заводской хот-энд состоит из металлического короба, который весит немало, двух боковых турбинок 40×10, а также хот-энда, очень напоминающего МК-8. Правда, с расширенной геометрией радиатора. Использование двух вентиляторов улиток дает хороший обдув детали. На корпусе у нас есть две такие вот пластины с определенным углом наклона. Эти пластины не дают потокам воздуха от вентиляторов 40×10 попадать на сопло и тем самым его остужать. И это на самом-то деле очень правильное решение. Крепление на каретку принтера осуществляется тремя винтами М4. Здесь у нас рама достаточно жесткая, не прогибается. Так что отклонений при перемещении быть не должно. Но при этом сразу хочу отметить недостаток, который мне очень сильно не понравился. Это вот такие вот красивые вырезы, которые не имеют ничего общего с функциональностью. Данные вырезы ограничивают поток воздуха для нашего вентилятора 40×10, который установлен внутри. Но и как показала практика, еще добавляет шумности. Поэтому вот эту вот конструкцию желательно вообще убрать. Просто аккуратненько отгибаем. И вот, пожалуйста, с помощью дремеля или напильника можно аккуратно выровнять наше отверстие, получить красивую окружность, увеличить доступ потока воздуха к нашему вентилятору, во-первых, обеспечить качественное охлаждение нашего радиатора и, конечно же, уменьшить уровень шума. Давайте открутим наш хот-энд, он крепится винтами М310. Здесь мы видим стандартное решение вентилятор 40×10, радиатор как у МК-8, только шире и значительно шире, ребра достаточно толстые. Хотелось бы, чтобы их было больше, но они были потоньше. Тогда и теплоотвод был бы значительно лучше. Используется стандартный обычный фитинг под сквозную тефлоновую трубку. Откручиваем нагревательный элемент. Термодатчик у нас имеет какую-то нестандартную геометрию. Здесь у нас почему-то она приплюснутая. Очень похоже на то, что внутри у нас стоит обычный стеклянный термодатчик, а сверху одели небольшую трубочку и приплюснули. Но пока судить рано, давайте проверим в работе, будут ли отклонения в температурах. Если будут, то скорее всего придется эту трубочку снять. Кстати, обратите внимание, что нагревательный элемент здесь стоит достаточно мощный. 24 вольта на 50 ватт. И это немало, потому что зачастую ставят 40-ваттные. Тут используется обычное стандартное короткое сопло. Нагревательный блок сделан явно не из алюминия, а скорее всего из силюмина.
Термобарьер у нас используется гладкий, из нержавейки, сквозной под тефлоновую трубку 4 мм. Главное преимущество вот таких вот гладких термобарьеров в том, что очень легко можно их снимать. Откручивая два шестигранника, мы можем снять вместе с нагревательным блоком и соплом. В отличие, например, от того же резьбового термобарьера, который нужно еще и выкрутить. Но самым главным минусом этого термобарьера является высокая требовательность к диаметру внутреннего отверстия нашего радиатора. То есть отверстие у нас должно быть максимально точным, чтобы наш термобарьер вот так вот не болтался. Если будут зазоры, естественно, поверхность термобарьера не будет качественно прилегать к стенкам радиатора, а значит радиатор не сможет выполнять свою функцию и качественно охлаждать этот термобарьер, что может привести к проблемам проталкивания филамента. Еще очень важный момент, который мне не понравился. Тефлоновая трубка шла отдельно от хот-энда. Это неправильно. То есть она должна изначально быть установлена в наш хот-энд. Почему? Потому что процесс установки тефлоновой трубки это не просто взял и вставил ее в собранный хот-энд. Так нельзя делать. Почему? Потому что если просто вставить в собранный хот-энд нашу тефлоновую трубку, то она у нас просядет при первой же печати, так как зубцы нашего фитинга вгрызутся в тефлоновую трубку, и тефлон внутри под давлением прожмется. И, соответственно, между тефлоном и соплом образуется зазор, куда и будет заплавляться пластик. Поэтому тефлоновую трубку нужно правильно установить. А для этого нужно полностью разобрать хот-энд и сделать все по инструкции. Точная методика, как это делать, у меня есть на канале. Я сделал несколько видео на эту тему, и вы можете посмотреть, там все очень подробно и понятно. В нашем телеграм-чате очень часто ребята пишут о проблемах с тефлоновыми термобарьерами. Поэтому, чтобы не мучиться с этим вопросом, рекомендую сразу заменить термобарьер на более качественный. Это в том случае, если вы собираетесь этот хот-энд оставить и работать на стоке. Вместо сквозной нержавейки можно выбрать множество вариаций. Керамику и медь лучше не ставить, потому что с ней нужно иметь опыт работы, и вы можете просто ее напросто сломать. Биметалл, медь, нержавейка тоже не годится. Новички ее могут скрутить. А вот новый термобарьер от Melowstore титан-медь подойдет всем абсолютно. За счет высокой прочности титана свернуть такой термобарьер будет очень сложно. В отличие от сквозного, тефлоновая трубка здесь не проходит насквозь. Она заходит всего лишь там на треть данного термобарьера. Потому что горлышко у нас очень тонкое. 2,6 мм. Давайте посмотрим чуть ближе. Здесь у нас очень гладенькая ровная поверхность. Внутренняя геометрия тоже зеркальная. Да и по всем остальным поверхностям видно, что данный термобарьер сделан очень даже качественно. Но, как я уже говорил, качество изготовления вот такого радиатора не особо точное. Потому что даже этот термобарьер здесь люфтит. То есть отверстие слишком большое. Чтобы улучшить качество теплоотвода, мы используем обычную термопасту. Намазываем внутри поверхность. Тефлоновая трубка у нас не проходит насквозь, а вставляется в саму медную часть. Качество обрезки здесь особо не важно, но давайте все-таки обрежем красиво. Для этого я буду использовать свой собственный тефлонорез. Вот такой вот. Поджимаем с обоих сторон. И красиво так раз. И получаем 90 градусов угол. Просто песня. Вставляем в радиатор. С обратной стороны одеваем термобарьер. Поджимаем фитинг. При этом протаскиваем не до конца. Вот где-то буквально там миллиметр. Почему? Потому что если потянуть сейчас за тефлоновую трубку, видите, фитинг уселся. И посмотрите, что будет здесь. Можно еще поджать. Вот так вот потянуть за тефлоновую трубку, чтобы она уселась очень хорошо, и зубцы нашего фитинга вгрызлись в тефлон. И вот после этого, вот видите, у нас насколько еще прожимается наш термобарьер. Просто нажимаем и фиксируем. За счет того, что у нас внутри находится термопаста, теплоотдача между медью и алюминием будет великолепная, и радиатор будет выполнять свои функции на все 100%. Ну и не стоит забывать, что такой термобарьер способен работать с высокими температурами. Начиная там от 200 и заканчивая там 300-400 градусов. Накручиваем нагревательный блок. При этом обратите внимание, сопло у меня не закручено до упора. Так нельзя делать. Поэтому немножечко откручиваем сопло, где-то на 0,2 мм. Подкручиваем нагревательный блок, выставляем его как нужно и фиксируем соплом. Ни в коем случае не пытайтесь закрутить нагревательным блоком, иначе вы можете свернуть голову даже такому мощному термобарьеру. Вставляем в него, например, какой-нибудь ключ и уже подкручиваем самим соплом. То есть за радиатором мы вообще не держим. Конечно, закручивать желательно это все на горячую,
а не на холодную. Еще раз, друзья, повторюсь, между соплом и нагревательным блоком должен быть небольшой зазор. Это обеспечит то, что у нас нет зазора между термобарьером и самим соплом внутри нагревательного блока. А значит, исключит появление пробок. Также проверьте, чтобы фитинг у нас был до конца закручен. Возвращаем на место наш хот-энд. Можем сразу поставить термодатчик и нагревательный элемент. И фиксируем винтами М310. И вот, пожалуйста, наш хот-энд в полном сборе. Настроен правильно, с ним проблем у нас никаких не возникнет. Хотя многие из вас заметили, что на нагревательном блоке нет защиты. У меня было в наличии, поэтому я ее обязательно поставлю. И вам рекомендую ее прикупить, потому что компания Twotrist почему-то этот момент упустила. Вот так вот должен быть собран хот-энд у вас в итоге. Для подачи филамента отдельно через Bowden систему у нас установлен вот такой вот механизм под названием BMG Dual Drive Extruder. Это, в принципе, уже стандартное решение. Все заводы перешли на такие комплектующие. Но это не значит, что если данный BMG похож на другие BMG, то он значит качественный. Поэтому, чтобы в этом убедиться, что с ним работать можно, давайте его открутим и проверим. Подшипник внутри у нас не люфтит. Проверяем, как размещена шестеренка. Обратите внимание, шестеренка у нас немножко относительно канала выше находится, чем нужно. Для этого есть такой вот шестигранник, мы его откручиваем и можем опустить нашу шестеренку так, как нам нужно. При этом отверстие в канале находится на одном уровне, перекосов нет, зазор между шестеренкой и корпусом есть, но небольшой, и зажевывать туда филамент не должно. А вот качество самих шестеренок оставляет желать лучшего. Здесь у нас насечки не очень отчетливо видны, поэтому и цепляться за филамент они будут не идеально. Но, несмотря на это, все равно подавать он филамент будет и значительно лучше, чем, например, тот же Титан или же МК8. Сильно придираться к этому не буду, учитывая то, что такие фидеры ставят практически на каждый подобный принтер. Кстати, друзья, при желании можно заменить шестеренки на более качественные от другого производителя, так как они, по сути, взаимозаменяемы. Втулка под фитинг у нас здесь приклеена к корпусу. С одной стороны, это правильное решение, чтобы втулка не прокручивалась. С другой же стороны, нам будет тяжело поставить сюда, например, тот же E3DV6. Хотя, если постараться, то можно, в принципе, ее аккуратненько оторвать. Обратите внимание, что в отличие, например, от того же летающего медведя, где каким-то образом чудным перепутали производители и поставили наоборот втулку, то здесь у нас втулка стоит как раз правильно. То есть толстой стороной вовнутрь, тоненькими фланцами наружу. И благодаря этому можно поставить абсолютно любой штатный E3DV6 вот так вот в спарку с нашим BMG. А значит реализовать прямую подачу в виде директ-экструдера. Но к этому мы еще вернемся в следующих доработках. Когда мы собираем моторы BMG, обратите внимание, чтобы наша редукторная шестерня вставала где-то вот в этой области. Не выше, иначе она будет попадать на вот эти вот шлицы и тем самым заедать. И не ниже, иначе она не будет доставать до шестеренки. В таком разобранном состоянии проверяем качество прокручивания нашей редукторной шестеренки. Крутится она достаточно свободно. Если же в вашем случае она заедает, вам нужно немножко отпустить эти винты и немножечко сместить относительно мотора этот подающий механизм. А теперь давайте проверим, насколько качественно работают наши подающие шестерни. Вставляем пластик PG, ставим весы, зажимаем редукторную шестерню и начинаем тянуть. И производим натяжение. 4, 5, 5,5 килограмм удержания. Этого более чем достаточно, чтобы проталкивать без труда пластик PG, ПЛА, АБС и другие подобные филаменты. Давайте теперь возьмем гибкий филамент. Ребят, смотрите, просто красота. У нас растягивается. Тяжело, конечно, тянуть, такой он растягивается сильно. 3,5 килограмма, что в принципе тоже немало. Если же сюда поставить более качественные подающие шестерни, то можно получить значительно лучший результат. Если вы планируете печатать на очень высоких скоростях, с большими ускорениями, джерками, откатами и так далее, то, конечно же, тогда лучше их заменить. Если же вы будете печатать на обычных скоростях, то менять ничего не нужно, потому что этот BMG справится со своими задачами без труда. Учитывая то, что это заводской фидер, качеством я остался очень даже доволен. В следующем видео мы переделаем эту голову в директ с помощью штатного BMG фидера.
Или же как альтернативу поставим новую разработку от компании Mellow Store NF Sunrise. Это ультралегкий директ премиум категории. Он уже является и подающим механизмом, и директом одновременно. И, конечно, для нашего принтера стал бы, наверное, идеальным вариантом. Ну а пока давайте установим нашу штатную голову. На каретке оси X с обратной стороны у нас есть 3 крепежных винта. Продеваем тефлоновую трубку сквозь отверстие и окончательно зажимаем. При этом постарайтесь голову выставить максимально перпендикулярно нашей балке. В каретке у нас вкручены 2 маленьких винта. Их мы откручиваем, берем концевик, вставляем эти маленькие винты и прикручиваем таким вот образом. Это у нас концевик оси X, он тоже механический, это правильное решение. То есть температурные воздействия никак не повлияют на работоспособность этого механизма, потому что он работает, грубо говоря, на замыкание. Чтобы наши провода не мешали в работе, они упакованы в вот такой вот достаточно жесткую гофру. Я не люблю такие гофры, лучше бы сюда поставили гибкий кабель-канал. На каретке у нас есть 2 специальных выреза именно под стяжечку, которые шли в комплекте. Аккуратненько стяжкой зажимаем. Подбираем все провода, чтобы они нигде не висели и случайным образом не дотронулись до нагревательного блока, иначе их подплавит. Лишние кусачками откусываем. Проверяем работоспособность нашего установленного концевика. Вот он у нас сработал. Это хорошо, поэтому вопросов здесь нет. Единственное, только вот смотрите, чтобы вот эти вот концы, можно их завернуть вот сюда. Иначе они могут случайным образом попасть, например, под наш шкив и, соответственно, наделать нам делов. Отводим нашу голову в самый дальний угол. Это нужно для того, чтобы правильно определить длину нашей гофры, а также длину самой тефлоновой трубки. Перед тем, как закрепим кабеля, давайте также поставим наш БМГ вот сюда. Для этого у нас есть специальные вот такие вот Т-образные гаечки в комплекте. Вот так вот надежно мы зафиксировали БМГ. Посмотрите, друзья, какая длинная тефлоновая трубка. Нам такая совершенно не нужна. Достаточно, чтобы хотя бы ее хватало до соседнего угла. Аккуратненько зажимаем и отстегиваем. Это мы сделали для того, чтобы уменьшить немного размер отката. Чем длиннее трубка, тем длиннее будет у нас откат, и тем тяжелее будет принтеру печатать сложную геометрию. Проталкиваем как можно глубже, натягиваем, чтобы зубцы фитинга хорошо вгрызлись. Точно так же, как мы делали с хот-эндом. В комплекте шел еще хомут с винтом. Его мы одеваем на нашу гофру и прикручиваем к верхней раме. Тут есть специальное отверстие. По подключению проводов все понятно, логично, так как все провода подписаны. На экструдере у нас 2 провода. Один идет под мотор, а второй идет для датчика окончания филамента. Но если откровенно, друзья, то данным датчиком я вообще никогда не пользуюсь. Просто вставляю в него кусочек филамента, чтобы он работал. И он так вот у меня и висит. Можно, конечно, его просто отключить в прошивке. Но я даже этим не заморачиваюсь на самом-то деле. В комплекте с принтером идут еще такие вот заглушки, чтобы спрятать провода. То есть мы их вставляем в наш профиль и устанавливаем заглушки. Только какие-то короткие заглушки. Хотелось бы, чтобы они были на всю длину профиля. Но, как говорится, и так сойдет. Не забудьте подсоединить стол. Здесь такой вот массивный штекер. То же самое делаем с остальными проводами по осям X, подключаем к моторам и прячем с помощью заглушек. Итак, друзья, мы завершили сегодня полную сборку нашего корпуса, механики принтера, настроили ось Z, установили хот-энд и BMG подающий механизм. Нам остается только проверить напряжение на драйверах, откалибровать подающий механизм, а также произвести ряд тестов и экспериментов, но это мы уже сделаем в следующей части видеообзора. Как и у любого другого принтера из Китая, здесь есть свои недостатки, минусы, о которых я вам подробно рассказал. А именно о не очень качественных шкивах, отсутствие крепления, которое выставляло нам угол 90 градусов для каждой из осей, и установленная Bowden-система вместо директа. Но эти все недостатки не особо страшны, качественные шкивы стоят недорого. Крепление для нашего подвала я уже разработал, оно тоже обойдется недорого. И директ-экструдер мы сможем также реализовать на комплектующих от Сапфира. А вот из плюсов могу отметить то, что корпус сбит очень монолитно, надежно. Вес принтера тоже не маленький, добавляет устойчивости. Гибко на высоком уровне, угол 90 сохраняется везде, то есть используется качественное оборудование. Профиля порезаны тоже очень точно, как и все остальные подогнанные элементы. Ну и, конечно же, в отдельности очень порадовали рельсы МГН-12 высокого качества, ровные валы и так далее. То есть, в целом, по механике данного принтера у меня особых претензий нет. И качеством я, в принципе, остался доволен.
А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Скоро выйдет завершающая часть. Не забудьте, что под видео очень много полезных ссылок. С вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.